Всем добрый день. Добрый день, девушки. Так, тут надо еще проехать. Тут такие узенькие места. Здравствуйте. У нас сегодня четверг. Сегодня очень интересная тема будет на нашем онлайн-курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Сегодня тема отношения с женатым мужчиной. Вот если здесь есть девушки, которые находятся в отношениях с женатыми мужчинами, я думаю, что эта тема будет очень вам интересна. Ссылка на регистрацию у меня есть в шапке профиля. Вы можете пройти регистрацию и сегодня присоединиться к нашей теме. У нас вебинар начнется в 20:00, и доступ к нему будет только у тех девушек, которые прошли регистрацию. Только для тех, кто прошел регистрацию. Поэтому, если вам интересно, может быть, у вас подруги такие есть, которые находятся в отношениях с женатым человеком, являются любовницей уже на протяжении какого-то времени, может быть год, может быть 2, может быть и 10 лет. Что у меня была такая женщина, которая обратилась за помощью. Она была в отношениях с женатым мужчиной 27 лет, представляете? 27 лет потратила на женатого человека в ожидании, что он рано или поздно уйдет из семьи. Он так и не ушел из семьи, его вынесли вперед ногами, потому что он умер, представляете? 27 лет женщина ждала и не дождалась, называется. Мужчина скончался, и она осталась одна. Впала в депрессию, потому что отношения с женатым мужчиной, они все-таки очень опасны для женщины, не только с точки зрения ее самооценки, но и с позиции ее здоровья. Не получается пройти регистрацию, такого не может быть. Попробуйте еще раз, обновите страничку, сбросьте Инстаграм, зайдите еще раз по ссылке в шапке профиля и попробуйте еще раз пройти регистрацию. Ссылка находится у меня в описании, там увидите, написано Марк Барден, психолог, телеведущий, ниже есть ссылочка. Нажимаете на нее, выпадет 3 окошка, нажимаете на окошко «Я такая одна, удобная или уникальная» и проходите регистрацию. Сегодня в 20:00 у нас будет такая тема. И я буду рассматривать ее с совершенно разных сторон. И чем опасно быть любовницей с точки зрения обнуления самооценки женщины. И так понятно, что если женщина в отношениях с женатым мужчиной, у нее проблемы с самооценкой, у нее с уверенностью в себе, масса вторичных выгод. Поэтому подумайте, хотите вы дальше ждать мужчину, либо все-таки построить совершенно новые счастливые отношения с другим человеком. Нельзя покушаться на чужое. Ну, это понятно, все, что вы пишете. Нельзя покушаться на чужое, но ситуации могут разными быть. Бывают ситуации, где женщина не знает о том, что мужчина, например, женат, и начинает с ним общаться, влюбляется в него, а потом в какой-то момент узнает о том, что у него есть семья, а она уже любит его, уже привязалась к нему, уже чувства. Бывают, конечно, ситуации иные, когда женщина заранее знает, что мужчина женат, она надеется на то, что она своим отношением к нему. Вот. Но, как показывает практика,
Очень редко мужчины уходят из семьи и создают отношения с любовницами. Смысла нет мужчине уходить из семьи. И если женщина важна для него, он быстро принимает решение. А если мозг делает, то, конечно, здесь уже все ясно и понятно. А если мужчина разведен, это тоже проблема с самооценкой, что она с таким. Нет, конечно. Что, разведенный мужчина какой-то неполноценный, что ли? На чужих слезах свое счастье не построишь. Ох, простите, что-то спать клонит. Проведите эфир для жен мужей с любовницами. А что-то, ну что эфир проводить для жен мужей с любовницами? Ну вы же понимаете прекрасно, что если вы позволяете своему мужчине, чтобы у него была любовница, он с ней будет находиться все это время. Вот и все. Вы какие-то другие способы знаете? Ну да, можно попробовать его охмурить каким-то образом. Но вряд ли это получится. Мужчина относится к женщине так, как если вы к себе относитесь абы как, не уважаете себя, не любите, не цените, к вам ваш мужчина будет относиться точно так же. Поэтому здесь ситуация до боли проста. Хотите, чтобы мужчина вас любил, начните любить себя. Если все отношения заканчиваются однотипно, мужики просто разлюбляют и уходят. Это в чем прикол? Вроде стараюсь для них. А вы для себя постарайтесь. Вы для себя постарайтесь, и вы мужчину наделяете потенциалом, наделяете его энергией своей, даете ему свою энергию. Вот и все. И он себе идет по жизни так, как ему нужно. А вы остаетесь с собой. Все, чушь, люби себя от мужчины. Пока он сам не осознает или не пролетит, как фанера над Парижем. Не, ну вы можете писать сколько угодно, там, чушь, не чушь, люби себя, не люби себя. Надо обманывать саму себя. Мужчина, еще раз повторюсь, относится к женщине так, как она к себе позволяет относиться. И если, например, женщина в отношениях действительно любит себя, принимает себя, осознает значимость своей личности, транслирует это во вселенную своему мужчине, мужчина такую женщину боится потерять. А то, что вы пишете, чушь, не чушь, ну, скорее всего, вы никогда знать не знали, что такое любовь к себе. Прическа, маникюр, педикюр – это не любить себя. Это просто ухаживать за собой и следить, понимаете? Не более того. Можно принимать подарки от женатых.
Зачем? Что вы там хотите? Знаю на 100%, поэтому говорю, ну, я с вами спорить не хочу даже. Можно принять, это уже было от женатого мужчины. А вы изменяли своей жене. Я не изменяю женщине, которую люблю. Понимаете? На этом, я думаю, достаточно. То есть в моем представлении, это мое мнение, я не знаю, это не только мое, это мнение абсолютно нормальных, здоровых мужиков. Изменяет своей женщине дебил или лох, там так можно угодно называть. То есть мужчина, который выбирает себе женщину и называет ее любимой, не может ей изменять, понимаете? По определению, если он мужчина. А если он изменяет своей женщине, ну, значит, он ее не любит. Значит, она для него не важна. Значит, у него проблемы какие-то с головой, с тестостероном, еще с чем-то, с комплексами какими-то, с самооценкой. То есть нужно быть ненормальным человеком, чтобы выбрать себе женщину и потом ходить налево. То есть получается, ты выбрал самую плохую женщину, что ты такой убогий, что ты не можешь себе выбрать такую, которой ты не будешь изменять. Это же показатель мужественности и мужчины вообще. Для чего это делать? Выбрать себе женщину, потом сомневаться в том, что ты выбрал себе самую замечательную и бегать направо-налево. Ну, пожалуйста, если кому-то так нравится, вперед. Не изменял, но бросал, потому что разлюбил. Очень благородно. Я смотрю, тут все знают о том, как я жизнь свою живую проживаю. Прям потрясающе. Открываются для меня новые горизонты, меня же самого. Всю жизнь невозможно одного человека любить. Хорошо. Любовь имеет много стадий. Каждая из них переходит в следующую стадию, в следующую. Понимаете? И если работать над отношениями, два партнера, оба работают, то можно и всю жизнь вместе прожить. А если не работать над отношениями, ну, конечно, ничего не получится. Настроение хорошее у меня. Не такое спокойное. Как внушить все ваши принципы европейцу, которые... Ну, это очень сложно, понимаете, там европейский менталитет, у них свои таракашки, свои балалайки они там лепят в отношениях. Они так воспитаны, а и по-другому они не понимают. Как вы считаете, скажите, пожалуйста, может ли мужчина любить любовницу? Нет, не может. Когда мужчина любит, он находится с женщиной, которую он любит. А когда женщину не любит мужчина, то он с ней не находится, он ей пользуется. Понимаете? Все очень просто. Он ей пользуется.
23 года с мужчиной, отпустить его, но он женат. Ну вот то, о чем я говорил. Вы 23 года с мужчиной. Я рассказывал о женщине, которая была 27 лет. Хотите еще 4 года, подождите и как раз приблизитесь к такому же сроку, как и она. 23 года быть любовницей. Вы... Я не знаю, какие слова подобрать для того, чтобы вы услышали. Ладно, меня не хотите слышать, себя хотя бы услышьте. Ходила к психологу, она мне сказала, что все мужчины изменяют, поэтому даже не знаю, есть ли смысл строить отношения. Ну, вы больше не ходите к этому психологу. Понимаете? Она, возможно, на своем опыте это все вам транслирует. Может быть, она сама была жертвой измен и теперь не верит мужчинам. Но все мужчины изменяют. Она с головой, видимо, не дружит, поэтому и говорит такие вещи. Взять и обобщить всех людей на свете. Все мужчины изменяют. Поэтому так, это вопрос. Все мужчины изменяют. Ну, допустим, есть какой-то процент мужчин геи, которые спят с другими мужчинами. Но это минимальный такой процент. А с кем же тогда, получается, спят остальные все мужчины, которые изменяют? Ну, с женщинами. То есть, получается, мир это вообще какое-то сплошное развратное место, где все друг с другом только спят. Мужчины с женщинами, женщины с мужчинами. То есть, получается, все друг друга изменяют. Это так, что ли? Ну, это уже прям как-то не знаю. Четыре года жили вместе, расстались 10 месяцев назад. Через месяц он женился. Вот такая любовь. Это не любовь такая, это вы так позволили к себе относиться. Понимаете? То есть вы были для мужчины таким способом и средством для достижения его целей. Он вырос на вашей энергии, добился чего-то, встретил женщину, которая сказала: дорогой, то есть как бы либо так, все. Жить с тобой, ухаживать за тобой, там, в пробных отношениях быть. Я себя не собираюсь сдавать в аренду. Поэтому давай краями. Мужчину сразу это приводит в состояние такой ответственности. Когда он начинает общаться с женщиной, которая любит себя. А все женщины, которые находятся в сожительстве, они просто такое, знаете, удобные женщины. Удобные женщины. Не уникальные, а удобные. С ними комфортно. Жить вместе, ничего, не брать никакой ответственности, потом бросать и жениться на других. Ну, так же, как и любовницы. С вами спят, удовлетворяют свои потребности. Там подарочки какие-то дают. А вы почему-то терпите, чего-то ждете. Не знаю. Мужчина уже давным-давно принял решение, будет он с вами или нет. Это решение принимается очень быстро. Мужчина общается с женщиной неделю, месяц, второй месяц и отвечает себе на вопрос: я готов на ней жениться или не готов. Много времени на принятие решения не надо. Девочки, мы эту тему будем подробно сегодня разбирать по поводу отношений с любовником, с женатым мужчиной.
на нашем бесплатном курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Если вы еще не зарегистрировались, то проходите регистрацию. В 20:00 у нас будет тема «Как перестать быть любовницей и построить счастливые отношения». Ссылка на регистрацию находится у меня в верхней части профиля Instagram. То есть, если вы перейдете на мою страничку, в мой аккаунт зайдете, там под описанием Марк Бартон, психолог-телеведущий, есть ссылочка. На нее нажимаете и попадаете на страничку, где можно выбрать курс «Я такая одна, удобная или уникальная» и пройти регистрацию. Я любовница уже 5 лет. Ну, замечательно. Замечательно. Ну, подождите еще 5 лет. На вас никогда не женятся, я вам сразу говорю. Вот меня вот послушайте. А потом позвоните своему мужчине, задайте вопрос, когда мы будем вместе. И сравните наши ответы. Вот вы пишете: я у любовницы уже 5 лет. Я вам скажу, что вам скажет ваш мужчина. Надо потерпеть, надо подождать. Есть какие-то причины, отговорки. Вам просто лапшу на уши вешают, понимаете? Не уважают, не ценят, никакой любви нет. Это маразм полнейший. Представляете, мужчина, который любит женщину, засыпает с другой женщиной. В одной квартире, еще где-то. Я не верю в это. Я вам об этом говорю и как мужчина, и как психолог. Это, знаете, женщину просто за дуру держат, за лохушку самую настоящую. Вот и все. А он вам сейчас скажет, вы ему позвоните. Он вам скажет: да что ты там слушаешь кого-то, да я бы ему сейчас там настучал, да я бы ему то, да я бы ему это. А вы ему передайте. Вот все женщины, которые смотрят сейчас этот эфир, если у вас есть любовники, так и передайте, что сегодня смотрели прямой эфир психолога. Можете даже ссылку на мой инстаграм дать. Скажите им, что они чмошники, самые настоящие, закомплексованные, моральные уроды, которые не могут разобраться в своей жизни. Понимаете? Пудрят голову одной женщине и другой. И я настоятельно рекомендую каждому из них обратиться к психотерапевту, пойти проконтролировать свой тестостерон, посмотреть, что у них вообще там с их половой функцией, эректильной функцией. Это с психикой, это беготня от одной к другой женщине. Яркое свидетельство того, что у них с головой не все в порядке. Просто идиотизм какой-то. Ну, правда. И вы с ними находитесь. Вам самим не противно? Самим не противно? Вас скрывают от мира этого, от вселенной, как дырку на носке. Ну, правда. Ну, как это так? Вы не можете быть полноценной женщиной в отношениях с любовником. Ни мамой, ни женой. Вообще никем не можете быть. Сидите и кукуете в состоянии стресса постоянно. А он там вам пишет, на горшке сидит: дорогая, не звони мне, я уже дома. Вообще бред какой-то. Женщина, которая себя любит, хоть немножко услышав такое первый раз, сказала бы: да пошел ты, не пиши мне, не звони, я дома. Иди к своей барышне, там, жене, и с ней отношения выстраивай. Нет, сидят: я его люблю. Да это не любовь. Любовь там, где и мужчина, и женщина просыпаются вместе, засыпают. Никто ни от кого не прячется. И жену не любит, да. Вам там расскажут. У нас разные холодильники, я заминировал свой. Она, если подойдет, ей ноги оторвет взрывом. Все это пройденный этап, знаете. Я от ваших историй вот таких, я наслушался уже миллион. А когда, знаете, когда разговариваешь с мужчиной, у которого есть любовница, задаешь ему конкретный вопрос: будешь жениться на ней? Да ничего, я больной, меня и так все устраивает. Дома жена, дети, все уже устоялось, это все заново строить, ломать. Не пойдет он никогда к вам. Никогда. Ха-ха-ха-ха-ха. Возможно, вы сейчас подумаете, что я злорадствую. Нет, я хочу вас просто в себя привести.
Вот все женщины, которые здесь находятся в отношениях с женатым мужчиной, на вас, блин, никогда не женятся, потому что вы удобные. С вами хорошо. Можете расплакаться сейчас, можете позвонить, я не знаю, там, любовнику своему, подруге. Как вы так можете, Марк, можете написать мне здесь? Давить женщинам на больную мозоль. Вот так беру и могу. Потому что по-другому вы не понимаете. Вы же думаете, у вас там вечная молодость, или вы 300 жизней проживете на земле. Этот человек планирует свою жизнь, планирует свои траты финансовые, отдых, общение, праздники. У него абсолютно все нормально, классно. А вы как куколка на ниточках, вами там управляют. Хотят — позвали, хотят — не позвали. Хотели — приехали, захотели — не приехали. Захотели — легли в постель, захотели — не легли в постель. Ну, сейчас выходные будут, чем вы будете заниматься? Ваш любовник поедет там с семьей на дачу, либо пойдет в театр, еще куда-то. Будет с женой, с детьми, с нелюбимой женой. А любимая женщина, по его словам, будет сидеть дома, либо встретиться с подругами, либо пойдет в караоке и набросается там, и будет петь песню «А я сяду в кабриолет» или «Гуляй, шальная императрица». И одни разговоры с подругами только об этом. Вот, ты же понимаешь, я его люблю. Я надеюсь, этот анализ перетирания соплей, советы и многое-многое другое. И все остается на своих местах. Никто ничего не меняет. И вам нравится такая жизнь. Эй, я любовница. Сегодня эта тема у нас подробно будет разбираться. Еще раз напомню, у нас идет сейчас безуплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Сегодня мы будем говорить на тему, как перестать быть любовницей и построить счастливые отношения с мужчиной. Ссылка на регистрацию на этот вебинар, на этот курс находится в верхней части профиля Instagram. Заходите ко мне на страничку под описанием Марк Бартон, психолог, телеведущий. И есть ссылочка. Нажимаете на нее. Там выпадают такие вкладки. Нажимаете на вкладку «Я такая одна, удобная или уникальная» и регистрируетесь. И сегодня в 20:00 для всех, кто прошел регистрацию, будет у нас тема «Как перестать быть любовницей». Все хорошие мужчины заняты. Ну, конечно, конечно. Нужно ли делать первый шаг о планах дальнейших отношений? Он безэмоциональный. Встречаемся 7 месяцев. Ну, смотрите, сейчас такой период, вот полугода до года, когда, в принципе, уже должна проявляться какая-то ясность в отношениях. То есть сейчас ваша задача ни в коем случае не затянуть отношения, понимаете? То есть вот может наступить период затянутости такой, когда вы позволите мужчине расслабиться. То есть 7 месяцев, в принципе, достаточно для того, чтобы мужчина взвесил все за и против и принял для себя решение: я могу быть с этой женщиной в отношениях, создавать семью, либо не могу. Поэтому, тем более, отношения уже наверняка на такой стадии, где никто друг друга не стесняется. Да, то есть эти вопросы нужно обсуждать. И ничего такого в этом нет, если вы подойдете к мужчине и зададите вопрос: а что дальше? А что дальше?
Русские кобели, понятно. Здравствуйте, почему мужчина пойдет к другой женщине? Не знаю, о чем вы говорите. Мне всегда все замуж предлагают через месяц. Что со мной не так? Может быть, просто видят у вас женщину хорошую, поэтому и предлагают. Если мужчина женат и имеет 2 любовниц, это нормально вообще? Да болен ваш мужчина, понимаете? Или не ваш, чей он там? На все части тела своего. Двух любовниц он имеет. Так что давайте, девушки, не позволяйте мужчинам упражняться на себе. Ссылка на регистрацию на бесплатный онлайн-курс находится в верхней части профиля Instagram. Переходите и проходите регистрацию. Сегодня в 20:00 будем говорить на тему, как перестать быть любовницей и построить счастливые отношения. Полигамные семьи, как... По поводу полигамности я уже говорил. Все для того, чтобы мой муж не смотрел на других. Но смотреть-то он, может быть, и будет смотреть. Вы же смотрите на других мужчин. А вот по поводу измен совсем другая история. Как сделать так, чтобы муж не смотрел на других? Да, что значит не смотрел? Мужчина всегда будет смотреть на женщин других. Так же, как другие, как женщины будут смотреть на других мужчин. Это естественный процесс. Ну, одно дело ты посмотрел, а совсем другое дело, когда ты пошел и изменил, правда? Ну и смотря как смотреть. Что ж, есть, конечно, такие сумасшедшие мужики, он ни одной юбки не пропускает. Я считаю, это предательство, пялиться на другую же. Ой, ну все, ладно, предательство. Тогда и кино смотреть нельзя, потому что там, если целуются мужчина с женщиной, вы же это все видите тоже. Предательство. Найдите себе, я могу посоветовать вам, купите себе мужика тогда резинового, и предательств не будет никогда. Ну и ему на всякий случай повязку на глаза, вдруг он глаз приоткроет и посмотрит на кого-то. Смотреть на другую женщину — предательство. Удивительно. Слишком вы, встречаюсь с мужчиной год, а он говорит мне, что он свободен. Обидно. Ну, конечно, обидно, согласен с вами. Но он считает, что он свободен, да.
скучно с мужем. Ну, да вам с собой скучно, а не с мужем. Вы себе не интересны, а муж, видимо, не интересен себе. Потому что нет какого-то, наверное, развития, и вы уже присытились друг другом. Ну, а когда мужчина и женщина развиваются постоянно, то все прекрасно, все здорово и замечательно. И скучно не бывает. Вот так, ладно, что, будем заканчивать тогда. Вечером в 20:00 у нас будет вебинар «Как перестать быть любовницей и создать счастливые отношения». Вебинар у нас будет проходить в закрытой комнате вебинарной, доступ к которой имеют только девушки, которые прошли регистрацию. Регистрацию можно пройти, ссылка находится у меня в верхней части профиля Instagram. Если вы ко мне на страничку перейдете, там под описанием Марк Бартон, психолог-телеведущий, есть ссылочка. Вы на нее нажимаете и попадаете на сайт, где можно пройти регистрацию. И вам придет напоминание, уведомление о том, что уже начинается наш вебинар. Тема сегодня: как перестать быть любовницей и построить счастливые отношения. Поэтому давайте сами приходите, подруг своих приглашайте, кто в отношениях с женатыми мужчинами. Хватит уже издеваться над собой. Пора уже взять ответственность за свою жизнь в собственные руки, а не надеяться на то, что какой-то закомплексованный чудик сделает вас счастливой. Вот и все. Всем до вечера. Ссылка на регистрацию в верхней части профиля. Пока-пока.